Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о покупке автомобиля до 8000 долларов. Я снимал до 2, до 4, до 6. Мы продолжаем эту планку, то есть от 6 до 8 сегодня речь пойдет. Но когда я планировал видео это снять в противовес своей А4. Кто меня смотрит, тот знает, что недавно, пару месяцев назад я купил Audi A4 за 8000 долларов. И я хотел это видео снять, что можно было купить вместо нее за эту сумму. Но теперь я смотрю, А4 за такую цену нет. 8400 самая дешевая, 8609 и пошли наверх. То есть в противовес такого нету. Но тем не менее, все равно все автомобили, которые я перечисляю, до 8000 долларов, даже если вы покупаете за 7950, это до 8, правильно? Но вложения в плане страховки, техосмотра, регистрации просто автомобиля на себя, там замена масла, все равно сверх бюджета с вас потребует. Потому что вот свое четвертое даже купил, регистрация, все это, по-моему, 150 долларов вышло в одном из видео. Поэтому, плюс если менять масло, то есть 300-400 нужно держать при себе. В идеале, даже лучший автомобиль по состоянию, все равно 10% от его стоимости нужно держать. Это без учета каких-то серьезных поломок в будущем. Один из последних обзоров был на Toyota Camry 40-ку. И там я сказал, что да, ребят, еще раз прошу прощения, то, что я забываю, что да, действительно, в России цена отличается на 10-20% дороже, чем у нас. Поэтому у нас для Беларуси это автомобили до 8000 долларов. В России, соответственно, это уже получается в районе 9. То есть, если для России, то это топ 680-700 тысяч рублей. Вот в таком диапазоне, в среднем. Потому что где-то дешевле, где-то автомобиль дороже, но в среднем где-то так. Ну и как всегда, начнем с ВАГа. На первом месте всегда ВАГ. Вот Audi A4 B7 только одна. На российских номерах усосанная за 5500 стоит, 2-литровый дизель, как я купил, и я именно про дизель топил и топлю. Но есть и бензиновые версии, там 2.0 бензин, 1.6, про 2.0 это все рассказывал на обзорах. Как и в прошлых видео, я не буду здесь останавливаться подробно на двигателях, потому что это все было в обзорах, то, что я снимал. А здесь именно подробно, какие автомобили можно рассмотреть. Но если А4 B7 все же хочется, то лучше брать 1.6 бензин, потому что дизелей не было за эти деньги. Если вам найдется там 1.9, может какой, можно взять. 1.8 турбо, в теории он надежнее, чем 2.0 бензин, но брать его я не рекомендую, потому что они все в не очень хорошем состоянии, как обычно. Короче, при покупке вам нужно вскрывать ГБЦ и менять все. Цепь на распредвалах, полностью ГРМ, что никто-то никогда не делает, натяжитель цепи, то есть полностью обслужить двигатель, а это ни хрена не дешево, особенно сейчас. А так за эти деньги в основном вот B6 можно найти, но B6, A6, C5 я упоминать здесь не буду, потому что в этом видео я решил уже ниже 2005 года не снижаться, от 2005 и выше. Все, что ниже, я это уже не упоминаю, потому что за такие деньги уже 18-летний автомобиль более чем достаточно и хочется поновее. А такие уже откровенные старые автомобили, 20-летние, обычному автомобилисту уже не в кайф покупать, потому что хочется что-то поновее, посвежее. Как обычно, и это и вполне естественно, и это правильно. По Volkswagen, Volkswagen больше преимуществ. Здесь уже B6 можно найти, не с таким, как у меня, комнереловским двигателем, но с BMP можно найти, с 1.9, 1.4 бензин. Их уже больше вообще, в принципе, по количеству, и можно что-то найти. Если 2005 года есть B5, можно и B5 искать, но опять же, хочется по современнее, но все будет сугубо от состояния зависеть, разумеется. 5-й Гольф, Jetta также 5-я, Тураны есть, но, опять же, кузов, обслуживание, здесь уже ВАГ не самый дешевый в плане эксплуатации автомобиля, поэтому, конечно же, если кузов не критичен, таких серьезных поломок нет, можно брать. Напоминаю, то, что большинство автомобилей, которые я сейчас называю, они были на канале, я снимал на них обзоры, ссылку на обзоры я оставлю. Если вас что-то заинтересовало, вы можете найти, посмотреть обзор. По Шкодам за такие деньги был Superb 2, я его снимал, дорестовый. Octavia
вторая дорестовая, рестовая, можно найти первую, уже рестовую. Также они производились до 2008-2009 годов еще. Хороший компромиссный вариант, кстати, очень хороший автомобиль. Фабия 5G, я ее тоже снимал, она есть на канале. То есть из Шкод уже можно найти что-то более живое за эти деньги и больше вероятность, конечно, 100% гарантии вам никто не даст, на 100% уверены только дураки. Но все же больше шансов найти Шкоду. В более живом состоянии будет именно Шкода либо Сиат. Из Сиатов Сиат Леон 2. Очень хороший автомобиль, я также его снимал на надежном 1.6. Ибица 4, Кордоба, Алтея, уже этот минивэн. То есть из Сиата тоже можно найти себе автомобиль. Плохо то, что их не сильно много по количеству, но были интересные автомобили за такие деньги. Но вот по ВАГу и все. Но есть еще один пункт интересный. Это Б-класс. Если вам важен максимально надежный и поновее автомобиль, есть за эти деньги лазейка в том плане, что за эти деньги уже есть полоседаны и рапиды, но в основном полоседаны, потому что их больше, гораздо больше по количеству в продаже стоит, но тем не менее есть и рапиды. На 1.6 с двигателем CFNA. Уже 2011-2013 годов, и пробеги у всех 160, 180, 200, 240 у некоторых. Но этого не нужно бояться, потому что я снимал шестую джету, таксовую, с 1.6 CFNA таким же, и у автомобиля там за 500 тысяч километров пробега. По факту не так все плохо, как многие рисуют, там ГРМ нужно менять, там генератор тоже делать, но 500 тысяч это уже хороший пробег, и 200 так особо и не нужно бояться его. Опять же, нужно смотреть, что вы покупаете, нужно диагностировать, на авось не нужно никогда брать автомобиль. Но, тем не менее, есть вариант найти хороший полоседаны 2012-2013 годов, с пробегом там 160-200, опять же, нужно проверять, чтобы он не был скручен. Есть, конечно же, и таксовые, но я уже их в расчет не беру. Там уже 400 и за 400 пробеги. Я недавно ехал на такси на Шкоде Рапид 2019 года, там пробег уже был 608 тысяч. Я так, смутился, думаю, фоткать, не фоткать, я не стал фоткать. Но вот надо было сфоткать, потому что я знаю, что многие не поверят. Но 608 тысяч пробега. Но это уже двигатель, я 211, не 111. Но 111 меньше славится масложором. На втором месте идет Citroёn. Кто первый раз смотрит мои такие видео, я не распределяю по порядку автомобилей с точки зрения правильности покупки, выгоды какой-то, логики. Нет, это просто порядковые номера. Как я в голове если список набросал, так иду по списку. То, что на 8-м месте, это не значит, что самое там плохое с точки зрения целесообразности покупки, там, чем 1-2 место. Это просто порядковые номера. Я распределяю по маркам, что из каждой марки можно себе приобрести. И с Citroёn мне так больше нравится C4, конечно. Citroёn уже, я и до 6 тысяч долларов упоминал его, но до 8 выбор больше, и по состоянию будет получше, разумеется, автомобиль. И, конечно же, куда же без C5. C5 мне вот, я снимал первый рестовый и второй дорестовый, и вот благодаря этим автомобилям я больше начал обращать внимание на Citroёn, потому что до этого я даже не смотрел, они меня не интересовали вообще никак. А благодаря вот этим автомобилям, возможности на них поездить, я и изменил свою точку зрения. И за эти деньги, конечно, если есть возможность поднакопить, подождать, лучше уже поднакопить, но покупать уже второй. До рестовой, разумеется, на рестовый денег не хватит, они дороже стоят. Но второй уже тупо современнее, красивее выглядит. И в салоне не сравнить, конечно, с первым, по-любому. Поэтому уже если вы на границе между первым и вторым, то лучше все-таки поднакопить, купить второй. Вот, и кататься на нем. В обзоре я снимал и первый рестовый, и второй дорестовый. Были обзоры на эти автомобили. Я там рассказал, с каким двигателем лучше брать и какие двигатели там были. Дальше идет Peugeot. Peugeot уже 308, потому что за такие деньги 308 уже достаточно в продаже. И, конечно же, 407, куда же без него. И по кузову сразу хочу сказать, что Citroёn
и Peugeot, конечно же, лучше, чем VAG в этом отношении, они покрепче. Но опять же, все зависит от владельца, как машина эксплуатировалась, но в целом они более коррозионоустойчивы, как мы приходим к выводу с подписчиками, спорим. Кстати, подписывайтесь в телегу, там я закидываю тему, мы разгоняемся, общаемся, меняемся мнениями, я надеюсь, будет вам интересно. Вот, и приходим к выводу, что все же Peugeot, тут и Citroёn получше по кузову, поэтому если... А кузовня самое дорогое, ребят. Поэтому если уже вам и этот вопрос принципиален, то лучше обратить на это внимание. Но 407, кто не знает, я вот снимал обзор, там ходовая тоже мудреная. И если с кузовом у вас все будет хорошо, то ходовая в силу своей непростой конструкции может вас немного так и раздеть в плане финансовом. Так что нужно, ну как при покупке любого автомобиля, обращайте на все внимание, все перепроверяйте обязательно. Следующим пунктом идет Renault. Если вам нужен простой, надежный автомобиль на каждый день, то первый Logan идеальный вариант для покупки. Есть, конечно, встречается уже и второй Logan, второй уже посимпатичнее первого, там тоже есть свои недостатки в плане внешности, дизайна и вообще в целом форм кузова. Но, тем не менее, он получше и подороже, чем первый выглядит. Но первых больше, конечно, вторые уже тоже таксовые, уже заезженные. Либо копите дальше. Но первый Logan вот можно найти за эти деньги, и их достаточно в продаже. Megane второй, конечно, куда же без него, тоже можно найти. Есть варианты, чтобы купить. Но самый сладкий, на мой взгляд, вариант: 8 тысяч долларов, за 7950 стояла машина, за 7900 еще одна стояла. Но их было, я не пролистывал и не считал уже так точно, сколько именно уже по количеству машин в целом продается. Но они есть за эти деньги. Это третья Лагуна, ребят. Третья Лагуна с 1.5 дизелем. На мой взгляд, конечно, у любого автомобиля будут там проблемы с электрикой, либо заводской недостаток, либо уже от возраста, либо от жлоба владельца, как мне тоже некоторые писали: помоги там с B6 с проводкой, скидывают фотку, я вижу по фото, что провода были порезаны, изолентой замотаны. Я говорю, я тебе не помогу, потому что я не знаю, кто это вытворял и что там натворили. У меня таких проблем нет, о которых ты мне пишешь. Поэтому ищи того, кто это все наворотил. С любым автомобилем может быть такая проблема, но Лагуна 3, на мой взгляд, самый яркий вариант из этих всех, что я до этого момента называл. Потому что это дизельный 1.5 К9К. Я его снимал и на Дастере, и на Талисмане, и на Каджаре. 8-клоп, 110-сильный, очень хорош, надежен, прост по своей конструкции и, соответственно, не такой дорогой в эксплуатации, как многие другие автомобили, вернее, двигатели. И, в принципе, его хватает динамики для семейных людей, для бодрой динамичной езды по городу. По трассе, если на круизе 120, он идеально подойдет. Да, 2-литровые дизеля веселее, бодрее, потому что вот и Талисман, и Каджар до 100, там 110-120, они еще так достаточно бодро разгоняются. После 120 чувствуется, что силенок не хватает. 2-литровый дизель идет как паровоз дальше, ему все равно. А тут уже чувствуется, что не так быстро уже стрелка ложится от 120 до 140 там и ниже. Уже чувствуется. Но если вы не быстрый водитель, семья, там по трассе 120 больше вы не идете. По городу, в принципе, машины хватает. Так что идеальный вариант за такие деньги для семейных людей. Дальше идет Toyota Avensis. Я его снимал, их больше всего по количеству, которое стоит в продаже. И 10-я Corolla. По Camry, конечно, идеальный вариант 40-ка. Я вот снимал недавно с 3.5, очень хороший автомобиль. Доработан еще, но за 8 тысяч долларов стояло всего два автомобиля Camry. Оба черные. Один 7900, другой 7950. Оба на 2.4 бензин. Один с автоматом, другой на механике. Но, конечно же, даже по фото видно, что салон далеко не в идеальном состоянии. Масложоры по-любому присутствуют. Короче, это машины очень хороши для проекта на YouTube, но не для повседневного простому человеку, потому что, в принципе, 2.4 он-то простой, надежный двигатель, но славится уже масложором при больших пробегах, а пробеги там немалые были, если еще и не скрутили нормально. Хотя ходовая там спереди Макферсон, сзади многорычажка, в целом машина не создана для того, чтобы опустошить ваш кошелек, но когда забивается на обслуживание,
Тогда просто тупо восстановить все в нормальное состояние уже дорого получается, когда уже все изношено практически. Так что, ну, Camry, если хочется 40-ку, нужно копить дальше. А так, Avensis и Corolla вас выручат. Можно Urus, Yaris искать, но это уже ниже классом автомобилей и более компактные. Дальше идет Honda. Honda Civic 8, я его снимал, и Accord 7 тоже снимал. За эти деньги уже больше выбора, чем до 6 тысяч долларов было, я их там тоже упоминал. Здесь уже, конечно, больше выбор, посвежее машины и лучше по состоянию. 8 Accord вы не найдете за такие деньги в теории. Если вы найдете, это, конечно же, либо срочная продажа, либо состояние, где машина уже стоит на коленях и просит ее убить и сдать на разборку. И покупая такой автомобиль, вы опять же можете стать блогером. Это хороший будет проект для ютуба. Хотя там тоже нет атмосферный двигатель, там есть тоже свои нюансы, но японец надежный. И 8 Accord, там атмосферные двигатели, в принципе, он не должен так ударить по кошельку. Но я вот снимал Civic, вот эти аккорды все, и я сам офигевал от стоимости некоторых запчастей. Сколько что стоит. На ВАГ стоило в разы дешевле некоторые вещи. Дальше тоже народные любимцы. Opel G и Vectra C. Оба автомобиля были на канале. Их достаточно в продаже по количеству. Есть шанс найти что-то живое за такие деньги и относительно свежее еще. Дальше идет Hyundai. Hyundai Sonata NF. Вот хотел снять такой автомобиль, не попадается пока. Интересный автомобиль за такие деньги. Вот действительно можно найти. 2-литровый дизель у них. Есть 2.4 бензин в основном, в большинстве своем в продаже стоят. i30 Hyundai можно найти, он 2009 года стояла Крас Универсал с 1.4. За такие деньги вот как раз был автомобиль. И, конечно же, как и с полоседанами, здесь Солярисы берут основное количество автомобилей за такую цену. Солярисы тоже от 2011 до 2014 года. Я смотрел седаны, потому что они есть и в хэтчбеке. Мне больше нравятся седаны Соляриса в плане своих габаритов и объемности, и практичности. 1.6 есть, 1.4 можно найти на 1.6. Тоже там до 200, за 150 тысяч километров пробега, слегка за 200 и немного до 200 не доходя. Там, ну, примерно 170 тысяч. Там 7700, 7900 хватает Солярисов. Можно найти ухоженный, неубитый автомобиль, который действительно... Если кому-то нужен простой, надежный повседневный автомобиль, очень хороший, дешево и сердито, и надежно. Вот и все. Поэтому действительно достойный вариант. Ну, конечно, они все созданы, чтобы в такси бегать. Вы сверхкомфорта не получите, но уверенность, надежность вы получаете. Это просто автомобиль, который выполняет свои функции. У него нет недостатков, что он простой. Ну, нет достоинств, потому что у него другая задача. Я Б-класс не высмеиваю, я прекрасно понимаю, для чего созданы эти автомобили, они свои функции выполняют более чем, и многие ими довольны, так что в любом случае автомобиль этот достоин уважения. Дальше Kia. Ну, Kia Rio то же самое, что Solaris, хотя такой же анекдот и здесь произошел, потому что Solaris дороже, чем Kia Rio, хотя бренд Kia дороже Hyundai. Это то же самое, как с полоседаном вышло. Rapid круче и дороже, чем полоседан. Хотя бренд Volkswagen дороже Шкоды. То же самое и здесь вышло. Но, тем не менее, Kia Rio, Cerato второго поколения можно найти. Но их мало было по количеству. Но, тем не менее, они были. Пару штук все же стояло. И, конечно же, Ceed первый. Вот Ceed первый был черный автомобиль в универсале с 1.6. Первые Ceed'ы, в принципе, достаточно их тоже в продаже. Можно искать. Опять же, выбирать самый свежий автомобиль с точки зрения пробега, прозрачности его истории, обслуживания, эксплуатации. И брать уже в эти деньги, что вам из этого всего попадается. Дальше идет Mazda. Также Mazda 3 и Mazda 6. Только Mazda 6 уже можно за такие деньги искать вторую. Есть, конечно, и первая рестовая. Можно найти ее там в классном состоянии. Но лучше искать вторую, потому что шестая первая Mazda по кузову не очень, мягко скажем. Поэтому лучше все же искать вторую. Ford попадает в этот список. Ford Mondeo 4. Я его также снимал. И Ford Focus 3. Вот эти автомобили в основном
и продаются, их больше всего по количеству. Опять же, больше по количеству, больше выбор, больше шансов найти что-то живое себе. Дальше идет Mitsuban. Я в прошлом видео автомобилей до 6 тысяч долларов сказал, что всего было 2 Lancer 10, но уже за 8 тысяч долларов. Когда здесь уже выбор гораздо больше, ребята. Из Mitsuban Lancer 10 это просто шикарный, идеальный вариант для покупки. Поэтому уже можно подыскать себе и купить за такие деньги 10-й Lancer. Действительно классный автомобиль C-класса. Дальше идет Nissan. Nissan Almera больше всего попадается за такие деньги. Но надежный, простой автомобиль B-класса, как тот же Polo седан с Rapid, Solaris и Kia Rio, также и Nissan Almera. Но у Nissan это больше Renault. У него логановский этот 1.6, ну, концерн Renault Nissan. Но Almera, конечно, посимпатичнее Логана выглядит, поэтому Almera, вот, можно сказать, за такие деньги. Пару Тиан стояло, но, конечно, Тиан, это уже с точки зрения эксплуатации, стоимость эксплуатации его, это уже совсем другая кухня. Но за такие деньги я не думаю, что вы хороший Тиан найдете. Дальше хочу упомянуть марку, которая не упоминалась еще в этих видео. Это Subaru. Forester 2 можно найти уже, Outback 3, Legacy 4 уже есть автомобили за такие деньги, уже можно поискать. Но многих смущают оппозитники, поэтому, как я говорю во всех своих обзорах, нужно начинать от обратного. Найти на форумах владельцев, пообщаться, какие проблемы нужно выяснить в автомобиле, встречаться, как их решать, сколько это стоит примерно. И есть ли у вас мастера в вашей местности, которые возьмутся вам это сделать, чтобы автомобиль попросту не стоял под тополем, и вы на него не смотрели, как на недвижимость. Поэтому, конечно, нужно... Это касается не только Subaru, это касается всех автомобилей, безусловно, всех, без исключений. Но, тем не менее, уже за такие деньги такие автомобили все же присутствуют. К сожалению, Subaru у меня не было на канале обзоров. Надеюсь, что скоро будет. Но, тем не менее, пока информации на моем канале по Subaru никакой нету. Ну и в заключении, упоминать ВАГ в каждом видео и забывать про BMW и Mercedes тоже не особо так и справедливо. В основном за такие деньги из BMW попадаются тройки E90. 60-ка за такие деньги тоже довольно ушатанный, убитый вариант. Все-таки тройку можно попытаться найти, но опять же, это поиск будет долгий, нудный и вложение в автомобиль потребует. С учетом того, что это BMW, не сильно все дешево будет вам обходиться, поэтому нужно 10 раз подумать. Но так как многие только опираются на эмоции, а не на здравый рассудок, ну, тройку можно искать, E90. Конечно, можно за такие деньги уже найти более идеальный и классный автомобиль. Тройка это E46 и пятерка E39 за такие деньги. Но хотя 39-ки уже ушатанные стоят, опять же, у меня на телеграм-канале я выкладывал несколько объявлений. 39-ки за 6500, за 7, там уже дыры откровенные и под днищу. Жуков немерено, но тем не менее люди гнут нормальные цены и не особо охотно хотят торговаться. Но это уже старые автомобили, уже которым 20 лет. Вот последние 39-ки уже 20 лет в этом году уже. В 2003 году они сошли с конвейера и, ну, если только у фаната, но опять же, захочет ли фанат за такие деньги вам ее отдавать, он сам на ней будет ездить. По Мерседесу, конечно же, C-шка 203. 211 в теории можно искать. Опять же, если срочная продажа, вам повезет. А так, 211 живой, но если первых годов там с 2.2 дизелем, вот как я снимал 2002 года, 2003 только, они, ну, тоже 20-летний автомобиль будет. А если уже искать РС, то, конечно, таких денег у вас не хватит. 2004-2005 год, может, вы что-то найдете, но все равно не те деньги, не тот бюджет. И выложить придется нормальную сумму, поэтому все же лучше обойти, но думайте своей головой. Ну, конечно, все зависит от ситуации. Если автомобиль срочно продается и он стоит дороже, чем за него просят, конечно, нужно брать. И если у вас там есть знакомый или знакомого знакомый с таким автомобилем, который обслуживался, он живой, все в порядке, да, придется где-то что-то сделать, руки приложить, но тем не менее автомобиль достойный, то, конечно же, нужно брать его. Ну а на этом все. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, расскажите нас друзьям. Счастливо!